Привет подписчикам и гостям канала Travelin.rf. Возвращаюсь к рассказу о курортах Ставропольского края, куда я имел удовольствие съездить в середине января. И я перемещаюсь из Кисловодска в город Ессентуки. В рамках этого видео я вам покажу курортный лечебный парк города и расскажу, сколько стоят сутки проживания. Подписывайтесь на мой канал, включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео. И давайте для начала расскажу вам о самом городе. Ессентуки – это питьевой и бальнеологический город-курорт, а с 2006 года курорт федерального значения наравне с Кисловодском и Железноводском. Ссылки на видео о данных курортах оставлю в описании к данному ролику. Ессентуки расположены в южной части Ставропольского края, в долине реки Подкумок, в 41 километре от минеральных вод и в 200 километрах от Ставрополя. Поэтому, если лететь на самолете, то лучше до минеральных вод. Средние высоты на территории города составляют около 600-650 метров над уровнем моря, как, кстати, и в Геленджике. В Ессентуках занимаются лечением заболеваний желудочно-кишечного тракта, печени и обмена веществ. Курорт прежде всего известен своими минеральными водами и одноименной маркой «Минерал». На его территории насчитывается более 20 минеральных источников. В городе проживает около 120 тысяч жителей, по официальным данным. И число населения растет каждый год, но и популярность Ессентуков как курортного места со временем не падает. Основные достопримечательности, которые следует посетить в первую очередь, и не как я, серой зимой, а солнечным летом, конечно. Это питьевая галерея «Пятитысячник» на улице Пушкина, храмовый комплекс Риа-де-Кавказ и, конечно, курортный парк, к которому я уже подхожу. В парк можно зайти через два входа, я его посетил через Театральную площадь. На входе вы сразу же увидите важную достопримечательность курорта – здание театра парка. Театр появился в 1901 году. Первая постройка выглядела вот так и была призвана обеспечить кров для посетителей галереи питьевого источника номер 17 «Непогода». Кстати, здание источника работает до сих пор. В вечернее время павильон превращался в театр или концертную площадку. Сейчас в здании театра парка находится большой банкетный зал, рассчитанный на 200 мест. Курортный парк занимает площадь 43 гектара. Условно он делится на три участка – Нижний, Верхний и Пантелеймоновский. Нижний парк с основания курорта остается любимым местом для прогулок отдыхающих. Именно здесь в конце 19 века по приказу князя Воронцова высадили деревья и кустарники, привезенные со всего мира. Тут же находятся выполненные в античном стиле по проекту архитектора Семенова питьевые бюветы. В Верхнем парке расположены минеральные ванны, непосредственно театр-парк, почти все источники, романтические беседки и скульптуры. Пантелеймоновский парк находится в районе церкви Святого Пантелеймона. Он появился не так давно. Основных аллей в курортном парке 5. Главная, Воронцовская, Николаевская, Мариинская и Ермоловская. Более чем 100 лет назад на месте курортного парка была заболоченная земля. На возвышенности минеральная вода пробивалась наружу и текла небольшими ручейками. Пили из него только лошади, служившие на Ессентукском редуте казаков. Людям не нравился здешний воздух из-за испарения нарзана. Первым о лечебных свойствах воды из так называемого лошадиного источника в 1810 году заговорил московский врач Гаас, а через 13 лет десятки источников открыл профессор Нелюбин. Он же пронумеровал их, выделил два вида минералки – соляно-щелочную и серно-щелочную. Благоустраивать территорию начали в 1847 году по указу князя Воронцова, он тогда был наместником на Кавказе. Абсолютно пустынное место засадили саженцами из варшавских питомников и Тифлисского ботанического сада, деревцами и кустарниками со всего мира. Говорят, многие из них живы и по сей день. Первая питьевая галерея появилась в 1852 году. Вся красота парка сосредоточена на центральных аллеях с каскадными лестницами и декоративными плачущими гротами. Здесь бьют фонтаны и хранят память о прошлом бюветы. Гости курорта того времени, как, наверное, и нынешнего, были в восторге от романтических беседок, ротонда, случайные встречи и орианда. Была обязательно для посещения питьевая галерея источника номер 17. Неподалеку от нее находится ажурная музыкальная беседка «Рококо», в которой когда-то устраивали концерты под открытым небом для отдыхающих на водах знати. Самый красивый вид в парке, конечно же, летом, когда фонтаны выбрасывают вверх тонны искрящейся воды, а над аллеями нависает густая крона деревьев. Минеральную воду тоже приятнее пить в прохладных бюветах в жаркое время года.
Особо хотел бы обратить ваше внимание на следующие достопримечательности парка, которые впечатлили и меня. Ну, во-первых, расскажу о здании музея под необычным названием «Механотерапия». Здесь находятся массажные, врачебные кабинеты, душевые раздевалки, комнаты для отдыха и ожидания. Но самая главная изюминка – это процедурный зал из почти 6 десятков, так сказать, аппаратов. Все они были созданы по методике шведского врача Густава Цандера в июле 1902 года. Очевидно, данное устройство является прародителями современных тренажеров. И что интересно, они до сих пор находятся в рабочем состоянии. Попадая в главный зал учреждения, и в самом деле словно переносишься в прошлое. На светлых стенах висят советские мотивационные плакаты наподобие «Не пей вина, не огорчай сердце табачищем, и вы проживете столько, сколько жил Тициан». На полу лежит старый линолеум, на котором в 3 ряда выставлены те самые раритетные тренажеры. Во время работы, говорят, от них стоит такой гул, что кажется, будто это вовсе камера пыток с изощренными орудиями. Для любителей фильма «Любовь и голуби» вот такой интересный факт. Данную сцену снимали в этом зале. 16 гуманоидов нашли на месте аварии. Небольшого роста, в среднем 1,20 метра. Второй объект, который меня впечатлил не меньше, чем первый, это Николаевские или Верхние Ванны. Это место как будто бы переносит вас в атмосферу старинного курортного городка. Я специально выключил фоновую музыку, потому что здесь играла своя, особая музыка. Ванны были построены в 1898 году, так как в то время в России резко выросла потребность в водо- и грязелечебницах. Желающих оздоровиться стало так много, что курорт перестал справляться. Бывал ли здесь Николай или нет, точно неизвестно, но надпись на фронтоне постройки гласит «Ванное здание императора Николая II, освященное в 1898 году». Что касается остальных посетителей, то они однозначно принадлежали к высшим слоям общества. Их взыскательным вкусом в лечебнице соответствовало все. И внутреннее убранство залов ожидания и отдыха, и сами ванны, изготовленные из цельных кусков итальянского мрамора, и архитектура комплекса. Здание ванн впечатляет гостей парка и сегодня. Оно является памятником федерального значения. Попасть вовнутрь у меня, к сожалению, не получилось, а так хотелось. Ну и напоследок обязательно посетите питьевую галерею минеральных источников, куда я также, к сожалению, не смог попасть. В тот день, как назло, все двери передо мной были закрыты. Может быть, именно вам повезет больше. Единственное, что меня поразило, это нахождение на территории парка вот такого раздолбанного бювета. Почему бы его не привести в должный вид, мне было непонятно. Гуляя по нему, складывается впечатление, что ты оказался где-то далеко на окраине города, а не в его центре. Несмотря на некоторые хорошие призывы, написанные на стенах бювета. Так, что у нас по жилью? Смотрел посуточно квартиры на Авито. Предложений очень много. По цене можно уложиться в 3000, и это будет неплохой вариант. Есть и подороже, конечно, есть и недорогие варианты. На Яндекс.Путешествия глянул предложение на начало июня. И получилось вот такие цены. От 1600 и выше, выше, выше. В итоге самый дорогой вариант оказался за 13 тысяч рублей. Это гостиница «Казахстан», 4 звезды. Да, чуть не забыл, также хотелось бы отметить небольшой сквер в парке, сделанный в современном стиле с большим количеством скамеек, качелей, так что места здесь хватит всем желающим. А на этом все. Уважаемые зрители, спасибо, что досмотрели видео до конца. Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь, поставьте лайк и включите колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео о Ставропольском крае и о Черноморском побережье. Также можете глянуть видео об Железноводске и Кисловодске. Всем удачи и пока!